Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. События будущего. Что скоро случится или произойдет. Что откроется или что ведет к переменам. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что подскажут карты. И у нас первая колода – это колода Ленорман. Мы достанем 4 карты и узнаем, что же, какие события вам захотят раскрыть карты Оракула. У нас сегодня именно Оракул. Итак, события ближайшего будущего. Что случится или что произойдет. Конечно, будем реалистами, мои дорогие. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы для себя получите. Вы люди очень интуитивные. Итак, что случится, что произойдет, какие события скоро случатся, или какой сферы жизни это будет касаться для вас. 4 карты, что скоро будет. И далее на колоде Таро. Неожиданные события, неожиданности. Возможно, это какая-то информация, которая к вам придет в эти 10 дней. И это будет у нас первая карта. А вторую карту мы достанем и назовем ее с вами, что ведет вас к добрым переменам, позитивным переменам, к чему-то хорошему, в чем ваша сила или помощь высших сил, мои дорогие. Что для вас будет в плюс? По основным сферам жизни мы достанем 3 карты. Дела, работа, бизнес. Или документы, обучение, у кого что. Это все то, что с юридических позиций или то, что мы делаем с оформлением. Дальше у нас финансы или сфера денег, денежная энергия и личная жизнь, любовь. Итак, что же случится? Давайте будем смотреть. Ух, аркан крест. И, кстати, 6 и 36. Если мы сложим 36, это мы получим 9. И немножко перейдем на нумерологию. Девятка – это всегда своего рода как пороговое значение перемен. Следом идет 10, и это какая-то перезагрузка, окончательное завершение. Завершение какого-то периода. И у нас в другом углу 6 – это победа. Поэтому, с одной стороны, мы что-то можем завершать и буквально на чем-то ставим крест. Причем делаем это достаточно легко. Не тогда, когда мы вынуждены, или когда, ну, знаете, как болит еще внутри. Мы просто понимаем, что что-то не может быть продолжено. Или, мои дорогие, мы понимаем, я так больше не хочу жить. Или мне так не интересно, я хочу перемен, я хочу себя изменить. Или я не буду продолжать заниматься этим делом, потому что меня это не вдохновляет. Но, тем не менее, победа уже есть. Но победа, которую нужно удерживать, и что-то нужно просчитать. Своего рода выбор. Можем сказать и так, что внешние какие-то события будут складываться именно таким образом, которые принесут вам информацию или какую-то новость. Это как пункт новый, точка отсчета или пункт невозврата. И мы понимаем, что да, теперь у нас действительно происходит какая-то перезагрузка. Мы видим жизнь по-другому. Но есть тут еще и такой момент, с этим может быть связано ретроградная Венера до 13 апреля, когда в этот период могут возвращаться люди, которых мы знали прежде. Конечно, у кого-то это может быть и буквально в личной жизни, у кого-то это может быть дружба, или были прежде контакты с какими-то людьми, но по каким-то причинам это расстроилось, вы потеряли друг друга. Человек может написать, объявиться, или вы его можете случайно встретить, или вы сами о ком-то вспомните и захотите вернуть прежний контакт. Что же случится, что произойдет? Но еще пока 1000 неопределенностей. Но, кстати, в этом оракуле карта говорит, а ты смотри в перспективу. Ты смотри в будущее. Может быть, это вы будете фильтровать, что я с собой возьму в будущее, а что нет. Но еще сам по себе этот период, он такой немного мутный, непонятный. Мы не можем что-то просчитать до конца. И выпадает аркан Луна, нам говорит, завтра выглянет солнце и все встанет на свои места. Но здесь пока еще неопределенность. Но тем не менее, мои дорогие, здесь ведь правда какие-то контакты по судьбе следует продолжать. Потому что если мы говорим, опять же, про нумерологию, восьмерка, перевернем и получим лимнискату. То есть нам как по судьбе какие-то люди.
Или те вопросы, с которыми мы сталкивались прежде, мы должны их красиво завершить. Но пока 32, если мы сложим 5, это всегда недостаток. Недостаток информации, конкретной неопределенности, да. Темновато еще пока по луне. Ну вот как в сумерках. Очертания или облики какие-то есть, а конкретики никакой. Вот это такой период 10 дней он может быть. Или, по крайней мере, такие эмоции или восприятие может ассоциироваться у вас. Давайте посмотрим, к чему все идет или как событие. Дом. У кого-то обустройство вашего дома или дела сердечные, дела любви, вашей личной жизни, вашей пары и Луна. Кстати, если действительно кого-то вы встречаете из прошлого или возобновляются какие-то контакты, у нас черви в 2 картах выпадает, просто продолжайте. Еще пока не стройте грандиозных планов, потому что сумерки, да, и ситуация прояснится, выглянет солнце, все встанет на свои места, или придет какая-то большая информация, или человек как-то раскроется, вы будете видеть, к чему идут эти отношения. Вдохновиться определенно чем-то стоит, мои дорогие скорпионы, но сказать, что это мы фундаментируем, или говорим, что ну да, это на долгий период времени. Но вот таких грандиозных замыслов перед собой пока не ставьте. Можно ставить грандиозные замыслы, если это имеет под собой какую-то более практичную основу. Вот конкретно ваше место пребывания. Вот здесь нет. Здесь лучше что-то просчитать или узнать наверняка. У кого-то этот период может совпадать с тем, что вы желаете переехать, может быть и далеко. И тогда вы будете заниматься напрямую этими вопросами. Вообще карта «Дом» очень добрая. Она говорит, что у вас все под контролем в эти 10 дней. Но было бы, может быть, преждевременным чем-то очароваться. Поэтому, чтобы потом не разочароваться, и не фундаментируйте какие-то свои намерения. А если что-то складывается очень по-доброму, то и не упустите, мои дорогие скорпионы, тоже из вашей жизни. Дайте этому будущее. Пусть таким вот искусством мелких шагов, я всегда говорю по аркану Луна, но все станет на свои места, шаг за шагом, потому что есть и то, что вам по судьбе. Что же случится, что будет? Знаете, вот может быть некоторые темы в вашей жизни или некоторые вопросы, они пока имеют препятствия. Мы не можем это преодолеть. И здесь всему свое время. С одной стороны, придется фильтровать информацию, это точно. Гора – это как какой-то… Это не тупик, нет, но это как какой-то барьер. И значит, все равно 8, что-то мы должны продолжать. Несмотря на то, что на данный период времени мы видим только препятствия, но не видим… вот тот горизонт, или нам эта гора, этот горизонт затмевает. Мы не видим, что за этой горой. А тем не менее, пройди ты искусством мелких шагов. Или позволь своей судьбе, позволь высшим силам, назовите это как угодно, Вселенной, расставить шаг за шагом все по местам. Может быть, и вы будете искать какой-то вопрос, как мне решить, да, вот по этой горе. И знаете, я могу предположить, что все же будут какие-то счастливые предпосылки, или со временем, словно вам, может быть, не именно в эти 10 дней, все зависит от того, какого характера ваша задумка, мечта, намерение или цель, но все равно прояснится что-то. Вот я хочу достать дополнительную карту по этой горе, именно в Ленорман. Да, вам нужно что-то изучить. Кстати, у кого-то по вопросу работы продолжать следует, вот в этом месте работаю или нет. В эти 10 дней вы можете столкнуться с тем, что буквально, как ваше какое-то желание, намерение по части вашего бизнеса, работы или вашей сферы деятельности может упереться в этот самый тупик или в нежелание какого-то конкретного лица. И вот уже вам кажется, что я не вижу горизонтов, а на самом деле нам карта говорит, что нет. Что-то должно быть продолжено, не случайно 8, но в каком-то новом контексте. И карта-книга, посмотрите. Почему я заговорила про работу? Потому что здесь у нас трефы, и это где-то ваша деятельность. Может быть, это как задумка, мечта или то, что вы хотите осуществить. Пусть это касается лично вас,
Но каким-то образом это должно быть продолжено, и более того, это еще и ведет к деньгам, потому что бубны. Всегда карта-книга подразумевает, что мы что-то изучаем. И если мы сейчас видим вот эту гору, или словно тупик, на самом деле это не тупик. Это временное препятствие, которое ты же сам, Скорпион, можешь и преодолеть. У кого-то из вас это может быть просто побудительным мотивом или какой-то перезагрузкой для себя рассматривать новые варианты либо сотрудничества, либо новую работу, либо работу в новой сфере деятельности, или конкретно изучать языки. Может быть, кто-то язык программирования. Иными словами, обретаете какие-то скиллы, навыки, и в последующем у вас будет новая профессия. Потому что по аркану книга мы не просто изучаем ради любопытства. И часто вот этот аркан, он соответствует тройке пентаклей, которые есть по Таро. А мы изучаем именно для того, чтобы потом, переложив на практику, получить еще какой-то денежный эквивалент. Или пусть это вот, как я говорила, да, языки. Значит, в вашей профессии вы потом можете как-то раскрыться наиболее полно. Или вы будете более востребованным специалистом, потому что вы язык знаете, а больше никто не знает, к примеру. Но тут самая разная конфигурация. Или как вторичный источник дохода. Есть смысл что-то продолжать. Это абсолютно точно, потому что, опять же, 26, и это символизирует вот эту самую восьмерку. Поэтому вот эта луна, мои дорогие скорпионы, или какая-то неопределенность, да, пусть это как очертание объекта без какой-то конкретики. 10 дней это не такой большой срок. Но есть по судьбе все-таки вам смысл что-то продолжать. Неожиданное событие, давайте узнаем. Да, время подведения итогов. И посмотрите, мне очень нравится изображение в этой колоде карт страшного суда. И на самом деле суд вовсе не страшный. Эта карта символизирует избавление от боли, избавление от страданий, когда мы закрываем дверь в прошлое. Но это мы не так закрываем, когда буквально по-английски хлопнули, как воротами, да, и эхом раздалось по окрестностям. А когда это происходит каким-то более натуральным путем, когда мы сами себя не рвем, мы, если пытаемся что-то порвать быстро, то и нас изнутри ломает, а здесь нет, здесь освобождает. Как и от разочарований, так и та медленная, спокойная перезагрузка уже в совершенно новом направлении. Вот вы можете слышать новости или получать какую-то информацию и понимать в этот период жизни, как неожиданность, что да, предыдущий жизненный этап, он закончился, а вот теперь перемены. И, может быть, нужно принять какую-то реальность. И вполне вероятно, новости с этим будут связаны. Но, значит, это нужно принять во внимание, потому что не будет так, как прежде. Об этом нам тоже говорит аркан. А может быть, вот это изучение совершенно вам и необходимо, чтобы правильно адаптироваться к какой-то обстановке и свою жизнь организовать по-новому. Что же ведет к добрым переменам? Шестерка пентаклей. Шикарно. 6, да, это сама по себе победа. И это победа финансовая. Еще эту карту иногда называют, знаете как, карта того человека, который нам помогает. Или помощь высших сил. Высшие силы имеется в виду, вам действительно может какой-то прийти человек на помощь, мои дорогие, любимые скорпионы. В прежний период жизни вы сделали что-то хорошо. И, может быть, вы уже забыли об этом. Вы это даже могли считать само собой разумеющимся. Но наступает тот период, когда нам, как пространство Вселенной, возвращают наши добрые дела. Пусть это будет через руки других людей или даже людей, которые нам не знакомы. К примеру, вы можете хотеть решить какой-то вопрос, закрыть, согласовать или подписать какой-то важный документ. И долгое время это все время на какой-то стопор или барьер натыкалось. А вот здесь вы можете встретить того человека, и ваш вопрос, он пойдет так вот, как проскользит словно, и будет решен. И вот именно контакты с таким человеком случайные. Может быть, это тот человек, которого вы знаете хорошо, а может быть, это просто то лицо, которое вам встречается на определенный момент вашей жизни, помогая вам решить или закрыть какую-то тему. Здесь может говорить карта еще о том, что вы просто деньги получаете в этот период времени. Но тогда
что вам буквально помогает или ведет к добрым переменам. Не торопитесь их тратить. И где-то книга об этом тоже. Ты еще чего-то не видишь. Ты должен и еще что-то изучить, рассмотреть, какой-то совершенно альтернативный вариант. Нам ведь две карты Гора и Луна и говорит, что мы не можем основываться именно на видении ситуации, обстоятельств в эти 10 дней. Будут дополнительные сведения. Вот продолжит меняться пространство или обстановка вокруг вас. Может быть, новые законы будут приняты или какая-то, ну, как меняется система или изменения в этой системе. И для вас это будет какие-то блага. Поэтому было бы преждевременным срываться с места в карьер. Позвольте пространству, высшим силам вам помочь, мои дорогие скорпионы. Очень добрая карта. И буквально помогает еще по шестерке пентаклей, когда мы не даем деньги в долг. Не время вложений, вот это точно. Дело, работа, бизнес, ну что тут скажешь, карта Солнца. Поэтому вот так, шаг за шагом, аккуратно, не торопитесь куда-то. И тогда для вас высшие силы сложат наиболее удобный фарватер, более приемлемый для вас. И самое главное, менее, может быть, опасный или менее затруднительный, потому что по аркану Солнца это выбор правильного направления, это у вас на сферу достижений, работы. Здесь хорошо чему-то обучаться, изучать или себе задавать вопрос, а нет ли в этом подвоха, если у вас какое-либо предложение. И это не значит, что мы задаем себе такой подобный, да, или ищем какой-то подвох и сразу ставим что-то на стопор. Нет, мы себя таким образом где-то защищаем или продумываем ситуацию, что будет, если я останусь один на один с какой-то проблемой и вот соглашусь именно на это. Мы более чем реалисты. И, скорее всего, по аркану Солнца есть какой-то выбор, это правда. И тот выбор, который вы делаете, мои дорогие, у вас как высшие силы, два старших все-таки аркана, это всегда внешние события, пытаются вам помочь закрыть ту тему, которая уже не жизнеспособна. Ну, может быть, это и по отношениям, когда нет интереса, нет взаимопонимания. И вот эта самая перезагрузка при помощи высших сил ведет вас к Солнцу. Возможности. Но мы должны продолжать. Мы не можем ослабить свое внимание. Еще одна шестерка, мои дорогие. А ведь правда, эти 10 дней могут быть очень знаменательными. И если шестерка пентаклей – это финансового успеха карта, а шестерка жезлов – это победа. И не случайно вам выпал крест. И мы говорили, да, нумерология 6. Но эту победу мы не можем ослабить внимание. Как только мы ослабим, все пойдет наперекосяк. Может быть, поэтому и шестерка пентаклей говорит, деньги у тебя есть, Скорпион, и деньги будут, но пока не время их тратить. Не время, потому что как только ты, ну, где-то на волне позитивных эмоций, такое будет, расслабишься, может какая-то ситуация сложиться для тебя, ну, не совсем в плюс. Победитель – это всегда определенная тяжесть внутренняя, потому что мы устали от прежнего периода, и в то же время мы не можем расслабиться. Нам нужно сохранять критическое мышление, нам нужно объективизм к тому, что вокруг нас происходит. Иными словами, нам приходится удерживать заданные позиции или какую-то победу. Поэтому не совсем эти две карты, несмотря на то, что они крайне все вообще положительные, они говорят о том, что вы можете расслабиться, мои дорогие. Но, может быть, расслабление или какой-то полноценный отдых, он все-таки должен быть. Ну, как, знаете, внутренняя перезагрузка, восстановить нашу эмоциональную энергию, потому что не совсем простой период этих 10 дней, но очень знаковый для вас. Как и на достижение карта Солнца, так и на финансы, буквально карта победы. Личная жизнь, выбор, паш Пентаклей, и у кого-то по части переезда, вот наш паш уже стоит, и как бы карту рассматривает, куда же он будет перемещаться, и у кого-то, правда, в личной жизни поездка, может быть и недалекая поездка для важных согласований, или для того, чтобы увидеть все самому и своими глазами на определенной местности. У кого-то это будет
работа на дому проигрываться, правда, или вы ищете варианты таковой и рассматриваете разные варианты, но пытаясь на чем-то одном определиться и уже это потом в последующем продолжить. Но опять же, Паш, изучение и где-то символ книги и все то, что я говорила по книге. Значит, перемежаться могут для вас, как и вопросы ваших достижений, где-то изучение или финансов и одновременно в личной жизни. Я могу сказать, для тех из вас, мои дорогие скорпионы, кто сейчас в паре, ваш партнер вам, скорее всего, если есть, конечно, взаимопонимание, ваш партнер вас будет всячески поддерживать. Он даже может вами восхищаться, вот это правда. Для тех, кто, ну, не все гладко в вашей жизни, здесь будет по-разному. Вы можете принимать вот какое-то важное решение, готов ли я дальше в таком же контексте продолжать, или готова, или я как-то хочу совершенно, ну, новых отношений, потому что я не вижу, что способен понять меня, допустим, партнер. Мы все разные, безусловно. А для кого-то, кто один или одна, это может быть как новое знакомство или ваше желание нового знакомства, и вы будете для себя продумывать, каким образом я могу расширить свой социум, круг общения. Может быть, через расширение географии, когда вы куда-то отправитесь, или что-то изучать, допустим, на какие-то курсы, или буквально вы отправитесь в путешествие, и там состоится знакомство. У каждого по-разному. У кого-то вопросы, связанные с вашими детьми, конкретно, встречи какие-то, которые по вашей семье проходят, или обновление отношений. Я уже говорила, по ретроградной Венере к нам могут возвращаться люди, как из прошлого, которых мы знали. И Паш, это тоже обновление, но такое обновление более рациональное, через изучение или обдумывание, куда же идут наши отношения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.